Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, вы очень удачно зашли. Сегодня я приготовила вкуснейший наваристый суп на курином бульоне с вермишелью. Существует множество рецептов приготовления куриного супчика с вермишелью. Этот рецепт один из самых простых, практичных и бюджетных. Он готовится очень быстро и из самых подручных продуктов, которые имеются в каждом доме, где маломальски любят готовить. А конечный продукт получается настолько вкусным, что даже дети с удовольствием едят его. Некоторые еще и добавку просят. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом безумно вкусного, ароматного и наваристого супа вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления куриного супа с вермишелью вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, все овощи и свежая зелень уже чистые. Я их предварительно помыла, откинула в дуршлаг, чтобы вода вся стекла. А что надо было, почистила от кожуры. Суповой набор от 3 куриц тоже я предварительно мыла еще перед тем, как положить куры в морозильник. Суповой набор кладу в кастрюлю объемом в 2 литра. Заливаю курицу примерно 1,5 литра питьевой воды и ставлю кастрюлю на огонь. Огонь средний. А пока курица варится, я займусь овощами. Максимально мелко нарезаю лук. Чуть-чуть солю и мну его, отчего лук становится вялым и отлично пассируется. Лук надо резать очень мелко и потом очень нежно пассеровать его. Да так, чтобы работу свою лук сделал в супе, придав ему волшебный аромат. Чтобы его там не было видно. Вот такая вот задачка сейчас стоит перед нами. Крупно нарезанный и обжаренный на сильном огне лук будет плыть над супом перышками, а это придает очень неприятную картину супу. Такая картина не понравится никому из взрослых, про детей я вообще молчу. Теперь отправляю мелко нарезанный лук в кастрюлю, туда же отправляю топленое масло. Для куриного супа я в основном использую топленое масло. Рецепт топленого масла есть на моем канале, ссылочку оставлю внизу под видео. Иногда могу мешать топленое масло с оливковым, но ни в коем мере не с подсолнечным или кукурузным. К этому моменту у куриного бульона появилась пенка. Ее я обязательно снимаю и даю курице вариться примерно 20 минут. Ближе к готовности солю. Параллельно в другой кастрюле пассируется лук. Периодически контролируя лук, дальше готовлю другие ингредиенты. Морковь нарезаю кружочками, монетками. Я всегда так делаю, если морковь мелкая. А если морковь крупная, то нарезать морковь кружочками для меня уже не вариант. Крупную морковь я нарезаю или соломкой, или пропускаю ее через крупную терку. Болгарский перец очищаю от семян, разрезаю его сперва на пласты, затем на соломки. И тоже пока оставляю в сторонке. Перец слишком большой, поэтому всего 2/3 перца использую. Друзья, вот сладкий болгарский перец, особенно вот этот красный сорт, делает куриный суп привлекательным для всех, особенно для детей. Он придает куриному супу очень приятную, ненавязчивую пикантность, душистость и делает его ароматным. Уже не говоря о том, что только от цветовой гаммы разыгрывается аппетит, так что попробуйте, рекомендую. Бланшировать помидоры для куриного супчика сегодня не буду. Я сегодня использую помидоры черри, и поэтому всего лишь отрываю у них плодоножки, прокалывая зубочисткой, чтобы при варке помидоры пустили в суп свою кислинку, сок и аромат. Помидоры тоже пока оставляю в сторонке. Также прокалываю алычу. Алычу я сегодня использую свежую.
Ее можно заменить на замороженную или сушеную. Кстати, на моем канале есть видеорецепт правильной заморозки и хранения замороженной алычи. Ссылочку оставлю внизу под видео. Так что предлагаю заглянуть туда тоже, ведь в этом, казалось бы, незамысловатом деле есть пару тонкостей, которые надо бы учесть. Картошку сегодня нарезаю кубиками, примерно по 1,5 сантиметра. И пока кладу их в холодную воду, чтобы картошка не меняла свой цвет и не почернела. Кстати, картошку можно также соломками нарезать. Таким образом, пока пассеровался лук и варилась курица, я успела подготовить все овощи. По ходу, пока резала овощи, периодически контролировала лук и обжарила его до бледно-золотистого цвета. Теперь отправляю к обжаренному луку морковь и жарю все примерно 5 минут. После сперва перекладываю курицу к овощам, затем в эту же кастрюлю заливаю процеженный бульон, а бульон я всегда процеживаю. Сюда же отправляю пряности и соль. Бульон я уже посолила, но так как в бульон добавятся еще овощи, я чуть-чуть досаливаю бульон. Как бульон, уже практически супчик. Все. Отправляю в супчик картошку, помидоры, перец и алычу. Провариваю все 10-12 минут и отправляю в куриный суп вермишель. Довариваю суп еще 3-4 минуты, выключаю плиту и вуаля! Безумно вкусный, наваристый, бюджетный и очень полезный куриный суп с вермишелью готов. При подаче на стол сверху насыпаю сухую и свежую зелень. Вот так вот, по-домашнему, просто, но с огромной любовью подаю куриный суп на стол. Друзья, обязательно приготовьте такую полезную вкуснятину для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. На приготовление куриного супа с вермишелью тратится всего 30, пусть от силы 40 минут. Куриный бульон делает этот суп легким. Алыча придает ему очень приятную и нежную кислинку, от чего разыгрывается аппетит. Богатый ассортимент овощей насыщает его витаминами и делает очень полезным для организма. А яркая гамма цветов и овощи в форме разных геометрических фигур делает куриный суп привлекательным для детей. Я всем желаю приятного аппетита и благодарю вас за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии, мне очень приятно их читать. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых вкуснейших рецептов от меня. Очень надеюсь, что мое видео окажется полезным для вас. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!